Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Хочу сразу показать свое вдохновение, платье, которое я бы хотела себе сшить. Это платье сверху сетка, а снизу платье комбинация. Ну, где-то вот так приблизительно оно должно выглядеть. Разные варианты. Так, со стороны спинки. Платье мое будет длиннее, мое платье будет в пол. Вот, и шить я буду немножко из другой ткани. Сейчас технически покажу, как оно выглядит. Мое платье технически выглядит следующим образом. Широкий рукав, головку подсоберу. Это верхнее платье, а внизу просто платье комбинация, у которой мы сделаем вырез. Скорее всего, буду кроить под 45 градусов, чтобы красиво ложились фалды. Сам поясок сделаю из основной ткани нижнего платья. Вот такая задумка. Что получится, все увидим. Вот, ткань я подобрала, называется она Satin Stretch Fresh Silk какой-то. Вот, приятный. Это будет нижнее платье. Ткани я взяла много, по 2 длины. То есть это, ну, в общем, по 4 метра я точно взяла, на всякий случай. Но думаю, 3,5 обойдусь. Вот, и сетка вот такого оттенка. При накладывании мне очень понравился этот эффект, поэтому именно эту сетку я и купила. Сетка это не ватин, он очень мягенький, пластичный. Вот такая вот евросетка она называется. Вот, с чего начинаем? Достаем базовую основу и начинаем кроить. На самом деле платье очень-очень простое. Так выглядит моя базовая основа. Как ее построить? Сейчас увидите на экране ссылку на видео. Это макет. Мой помощник, шаблончик, с помощью которого я сразу моделирую выточки. Покажу вам, что все выточки я направляю вниз. Показывать большой раскрой не буду, потому что шью для себя в большом размере, и этого не видно. Поэтому сделаю для вас схематично, как буду кроить, как буду укладывать на ткани. Но надеюсь, вам будет все понятно. Выточка перемещается вниз, так как это шелк, внизу будет большое расклешение и красивые фалды по низу. Схематично я вам покажу. Вот ткань, ширина ее 1,50 м. Складываем вот так, образуется под 45. Провожу линию. Относительно этой линии, вот так, можете представить, я укладываю свою базовую основу, которую я вам показала. И вот эта выточка вот расходится. Она расходится вниз. Вот она. Откладываю нужную мне длину. Но длина меня ограничивает. Я бы хотела еще больше. Но так как у меня большой размер, вот, и отмеряю нужную мне длину. И здесь выхожу на самую крайнюю точку. И все. Сейчас я крою нижнее платье. Точно так же будет выглядеть спинка. Видите, вот здесь вот ширина ткани, она меня ограничивает. Мыс у меня 14 сантиметров. Верхнее платье я буду кроить аналогичным способом, только мыс я не буду делать 14 сантиметров, а сделаю обычную, стандартный, как у меня идет по основе, но может быть на 0,5 опущу. Вот основу я, считаю, покроила. Вот эта ширина очень индивидуально, и вы ее определяете сами. Я делаю на всю ширину ткани. Вот как выкраивается спинка
аналогично. Все то же самое. Только у спинки, конечно же, нет такого мыса. Вот. И вся выкройка. Так как ткань по косой, вот здесь она вытянется. И уже на примерке вы определите, может быть, здесь немножко нужно будет подрезать весь крой. Как смоделировать рукав непосредственно у верхнего платья, я вам покажу. Это, естественно, никак. Это не просто, но это возможно. И помните, что и верх, сетка, и шелк кроится одинаково. Вот сейчас я раскраиваю перед. Не забывайте, что мыс у меня 14 сантиметров. Вот здесь точка, я округляю. И вот свою выточку открыла вниз, а бок плавно вот так на всю ширину, которую мне нужно, и в сторону до нужной мне длины. Платье мое будет где-то 135 сантиметров макси. Длинное, мне так нравится. Намечаем все линии и вырезаем. Точно так же делаем и спинку. Перед вами базовая конструкция моего рукава одношовного. Вот так выглядит мое построение. Я его приложила, обвела, наметила середину, свою середину, у вас она другая. Спинка у меня шире, перед уже. И что нужно на данном этапе сделать? Отложить 8 сантиметров и потом от верха отложить где-то сантиметров 25, я думаю. Вот, и сделать вот такие линии. Сюда и сюда. Ну, приблизительно на одном расстоянии. Я скажу сейчас вам свои расстояния. В моем случае это 8 сантиметров. И точно так же сделать под углом вот здесь. Мы сейчас с вами разрежем здесь, здесь и, скорее всего, еще разрежем вот от этой серединки. Тем самым мы увеличим головку. Это позволит нам сделать ее более объемную. Вот что у меня получается. Я сейчас это приклею на бумагу. Но еще нужно разрезать вот эти части для того, чтобы развернуть изнутри. И вот это тоже развернуть изнутри. Вы поймете сейчас, когда я наклею на бумагу. При приклеивании я отступила вверх 3 сантиметра и приклеила первую часть. Затем между ними расстояние где-то 1,5-2 сантиметра. Тоже приклеила. И таким образом развернула головку. Вот здесь где-то по 0,5 миллиметров у меня. Вот, и вот обратите внимание, что получается, что головка расширилась. Наша задача теперь все это уравнять. У рукава теперь вот такая форма. И именно эту форму мы вырезаем. Здесь центр. Все. Важно еще по низу, я всегда делаю на резиночке, по переду сантиметр отрезаю, а по спинке добавляю. Теперь мне осталось вырезать рукав. И еще советую на всякий случай в бок сантиметра 1,5 сюда и сюда расшириться. Вы всегда сможете срезать, но объем и головку рукава какой хотите, вы получите только после того, когда сметаете и увидите в реальной жизни. Советую всегда отшивать макеты. Я вырезаю и раскраиваю из сетки. Хочу показать еще один момент. Вот смотрите, это была моя базовая конструкция, то, что у меня получилось.
А теперь я вот так прикладываю, показываю вам, в чем разница. То есть окат увеличился сантиметра на 3,5. Вот. И в ширину я еще сюда и сюда по 1,5 сантиметра добавлю. Это можно делать, моделировать, и просто добавляя. Но вы должны понимать, что откуда берется. Поэтому кажется, что такое сложное моделирование. На самом деле все очень просто. Детали кроя ткани из сетки такие же, за исключением вот рукава. А все остальное будет одинаково. Я сетку убираю, показываю, что это спинка, длинные детали, поэтому вот что получается. Спинка со сгибом и перед тоже со сгибом. И я его выкраивала, естественно, вместе с сеткой, потому что они одинаковые. Мне так было удобно выкраивать. Аккуратно скатывала и вырезала. Одну деталь накладывала на другую. Вот. Так это выглядит. Одна деталь накладывается на другую и вырезается. Значит, вырезать сетку непросто, она цепляется. И могу посоветовать вам, и сама, наверное, воспользуюсь этим советом, обрезать края на сетке дисковым ножом. Тогда не будут вот эти зазубринки цепляться друг за друга. Все платье верха я все-таки соберу на оверлок. Он у меня красивый, полупрозрачными нитками будет. Вот. А низ я не буду обрабатывать, а обрежу непосредственно вот дисковым ножом, острым дисковым ножом. Вот. Когда фату шьют, именно так обрабатывают сетку и фатин. С чего начинаем? Приступаем со сборки. Все очень просто. Плечевые там и там, боковые там и там. И единственное, чем отличается верхнее платье, сшивается рукав. Но для этого собирается поверху небольшая головочка. Продолжаю шить свое платье. Хочу показать вам, что я собрала платье нижнее. И вот обратите внимание, по линии талии со стороны спинки я сделала выточку, потому что у меня сзади образуется мешок, мне некрасиво. Вот, поэтому в моем случае выточка. Если вы более стройная женщина, значит вам не нужно. Значит, вот это расширение, большое расширение, которое делаем, его не обязательно таким большим делать, потому что по бокам образуются фалды, не всем они нравятся. Но так как это нижнее платье, я оставляю, а в вашем случае расклешение по бокам можно сделать поменьше. Это мой вариант платья. Вот, выкроена по косой. Теперь возникает необходимость обработать горловину и вот здесь проймы. Как я буду обрабатывать? Именно я. Можно было сделать, как всегда, обтачками, но я не ищу легких путей и решила обработать той же самой сеточкой, из которой будет верх платья. Как я это сделала, сейчас вам покажу. Значит, мы берем полоску сетки, вот она, 3 сантиметра, складываем ее пополам и притачиваем по краю проймы. И точно так же я буду делать горловину. Вот. Если получится, покажу под машиной, как я это делаю. Для удобства сначала сложите ее пополам и дайте по самому краю строчку, чтобы ее закрепить. Но можно и обойтись. То есть сначала ее заготавливаем. Строчка у меня стоит на 2,5. Вот так и до конца. Теперь, начиная от бокового, краешек заворачиваем на себя. Берем саму сеточку и заворачиваем на себя. И начинаем притачивать. Я притачиваю на ширину лапки. По всей пройме. Осторожно.
Ориентируюсь на край лапки. Получается на 0,7. Чем тоньше, чем лучше. Не забывайте, что я обязательно прокладываю еще стабилизирующую строчку по пройме. Вот видно, да? На расстоянии 0,5. А строчу 0,7, она чуть-чуть дальше получается. Это стабилизирует край проймы и не растягивает. И так до конца. Вот я дошла до конца. Теперь сверху на тот подвернутый краешек я укладываю. Лишнее отрезаю. То, что мне не нужно. Вот. И заканчиваю, попадая в строчку. Ставлю закрепку. У нас получился вот такой вариант. Теперь нужно подрезать где-то еще 2 миллиметра и рассечь все по пройме. То есть я беру ножницы, желательно, чтобы это были острые ножницы, и подрезаю. Осторожненько, вот так подрезаю. И вот в этих местах обязательно еще нужно сделать рассечки. Все, рассечки сделали. И теперь нужно эту обтачку отвернуть в сторону, вот сюда, и шов притачивания настрочить как можно ближе к краю. Это сделать несложно. Отворачиваем и настрачиваем. Так по всему периметру. Вот что получается. И теперь нужно загнуть в сторону изнанки и по лицу настрочить на 0,5. Аккуратно укладываем. Я начинаю строчить от бокового. Аккуратно подгибаю шовчик. Вы можете приметывать. И строчу на 0,5, ориентируюсь на вот эту часть лапки. Вот что получается. А с этой стороны сеточка захватывается. Я продолжаю. Да, все хорошо. Заканчиваю, попадаю в ту же самую строчку. И ставлю закрепку. Все. Нитки обрезаем. И обязательно все приутюживаем. Вот что получается. Все очень аккуратно. То же самое делаю с горловиной. Все то же самое. В данный момент я подшиваю платье. Я столкнулась с проблемой, потому что когда строчила по изнанке, то вот здесь получалась веревочка от середины к другому краю. Поэтому я приняла решение все распороть, приутюжить. И теперь наметала и строчу по лицу. Так получается лучше. Вот. Просто на ширину лапки. Веревочка получается с одной только стороны, там где по косой. Все остальное получается хорошо. Вот я возвращаюсь в свою строчку. Вот на этом участке было все прекрасно, а потом, когда по косой, естественно, она начинает ткань мне переворачивать. Здесь я строчила по изнанке. Соединяю все в кольцо, а ту нитку я потом вытащу.
Это как совет. Хотите, воспользуйтесь им. Сразу можно наметать и потом строчить по лицу. Так лучше. Итак, нижнее платье я сшила, так оно выглядит. Здесь все обработано, как я вам показывала, сеточкой. Горловина тоже. Вот. И низ платья теперь выглядит вот так. Вроде бы неплохо. И еще такой момент. Если вы соберетесь шить такое платье, не берите эту ткань. Я название давала в начале, потому что весь мел, все мокрые пятна от утюга, все на этом материале видны. Поэтому я сейчас вот шила, и естественно его буду одевать чуть позже, но перед этим все постираю. Мел точно виден с изнанки. И вот, смотрите, видите, капельки еще не высохшие тоже видны. Берите что-нибудь другое или матовое. Приступаю к пошиву верхнего платья. Там будут сложности какого плана, не могу показать на камеру, потому что ничего не видно, сетка и сетка. Вот, попробовала использовать оверлок. Оверлок красивый, поэтому, скорее всего, буду пользоваться оверлоком. Еще могу сказать, что скорее всего буду использовать обтачку широкую до линии талии, чтобы красиво выглядела горловина. А так, в принципе, обычный способ обработки. Низ не буду обрабатывать, просто обрежу. Решила вам, как я изготовляю пояс. Вырезала полоску ткани 2 по 1,5 метра на всю ширину ткани, 12 сантиметров. Посередине стачиваю, продублировала трикотажным дублерином. Вот он выходит, если видно. Это все я потом подрежу, осноровлю. Теперь соединила посередине. Шов нужно разутюжить, либо обрезать его. Вот, и затем складываем наизнанку. И где-то на 0,7 начинаю в одну сторону, оставляя место сантиметра 3 в одну и в другую сторону. И стачиваю пояс внутри. Пояс будет длинный, в 2 оборота практически. Ну, я так думаю, что 2, может быть, только в 1. Вот, стачиваю его полностью в одну и в другую сторону и выворачиваю на лицо. Теперь ставлю свою любимую лапку с регулятором. Она есть во многих машинах. Дополнительно покупать даже не стоит. И вот от середины, ну, немножко отступаю, выставляю нужную мне ширину строчки. Где-то вот на 0,2-0,3 я буду отстрачивать. Чуть-чуть увеличиваю стежок. И вот так аккуратненько медитирую. Получается ровная, красивая строчка, независимо от ваших умений, опыта. Просто берете и строчите. Вот, идет возле лапки. И так по всему контуру. Посмотрите, как красиво получается. Без всяких усилий. Когда в круговую, мы должны зайти в эту же строчку. То есть в круговую поясок застрачиваем или отстрачиваем. Все, пояс готов. Так он выглядит. На мой взгляд, очень-очень хорошо. Итак, на кусочки я хочу показать вам, каким способом я буду стачивать швы, чтобы это было красиво. Плечевые точно, боковые еще не решила, может быть просто оверлок, тоже красиво смотрится, но хочется какой-то люксовой обработки, поэтому скорее всего, что я буду делать, я укладываю 2 детали вот так вместе, уравниваю срезы и просто по краю на расстоянии к сантиметра стачиваю сначала
Вот так прокладываю строчку. Частота стежка у меня стоит 3. Вот. Так как эта ткань не сыпется, ее можно оставлять и просто стаченной. Но если будет виден шов, вот, например, на плечевых, я хочу воспользоваться вот этой технологией, когда теперь по этой строчке нужно завернуть и установить подкладку, воспользоваться вот этими ниточками и поставить зигзаг 1,5, ну где-то 2 на 1,5. 1,5 на 1,5. Сейчас попробуем, но я пробовала, вроде бы было неплохо. И теперь относительно вот этой уже строчки мы строчим по краю. Строчка для нас ориентир. Получается вот такой краешек, после чего мы подрезаем шов. Таким способом будет красиво выглядеть и горловина обработанная, и плечевые. Можно попробовать и боковые. Ну, одним словом, все показывать не буду, потому что стачать вроде бы как просто. А вот чтобы это смотрелось красиво, смотрите, как красиво смотрится ровный край. Если будет плечевой просвечиваться именно так, я думаю, что это будет неплохо. Вот если развернуть, смотрите, нам останется только шов отрезать. Я сейчас отрежу шов, и будет очень-очень красивая обработка. Хочу показать такой момент очень важный. У вас должны быть загнутые ножнички. Вот смотрите, когда отрезаем вот этот краешек, вот этот, очень легко повредить саму сетку. Такая же технология и в фатине. И вот если краешки загнутые, то это сделать намного удобнее. Смотрите, вот что получается. И при развороте совсем не видно шва, получается только тонкая полосочка. Все платье я буду собирать в той же самой последовательности, что и нижнее платье, просто вот такой обработкой. Обработку платья я начинаю с обработки горловины. Горловина сложена с обтачкой горловины. Обтачка длинная до линии талии, точно такого же размера. Вот я их укладываю лицо с лицом, хотя здесь нет лица. И шириной шва 1 сантиметр обрабатываю. Вот иголочками сколола и просто стачиваю иголочками, точно так же, как я вам только что показывала. Вот как это выглядит. Я даю строчку. А затем сделаю такую же манипуляцию, как показывала на кусочки. Подогну и настрочу на зигзаги. И край у меня будет ровный и красивый вокруг горловины. Точно так же сделаю на спинке. Единственное, на спинке, скорее всего, я еще сделаю небольшой разрезик для того, чтобы голова прошла. Я боюсь, что голова не пройдет у меня. Вот что получилось. Ровная линия. И теперь нам нужно загнуть эту линию, вот эту, и сделать на зигзаге. И потом краешек обрезать. Чем ближе к строчке и аккуратнее, тем лучше. После того, когда мы сделали строчку, аккуратно раскладываем на гладильной доске и все это приутюживаем. Посмотрите, как аккуратно выглядит срез. То есть я обогнула, у нас тут 2 слоя, внутри шов, который мы обрезали, и будет все очень аккуратно.
То же самое я делаю со стороны спинки, а по плечевым буду соединять все детали вместе. Тоже таким же способом, чтобы была одна строчка по плечевому. Аналогичным способом я сделала горловинку спинки. И вот так обработала петелечку. Внутри прострочила, между ними разрезала. И все, очень просто. И теперь на горловину спинки я полностью укладываю перед, который обработала. И все вот эти 4 слоя, 2 здесь, и тут тоже 2 слоя, вместе перед и спинка соединяется по этому плечевому срезу, а потом точно так же загибается и настрачивается и отрезается лишнее. При стачивании плечевых очень важно оставлять вот эти хвостики, и всегда оставляйте хвостики, удобно за них подтягивать. И теперь я вот это со стороны спинки заворачиваю в сторону спинки. Все 4 слоя аккуратно укладываю и на зигзаге то же самое делаю. Зигзаг можно сделать чуть покрупнее, например, 2 и 2, потому что здесь уже 4 слоя. Вот что получается, и нам точно так же нужно будет обрезать вот этот край. Получается, с лица будет красивая тонкая линия. Соединила я плечевой. Вот этот участок маленький можно вручную немножечко прихватить, но так, в принципе, вот здесь вот рукав нужно сноровить. И я продолжаю в таком же духе забирать все свое платье. Рукав вполне возможно сделаю на оверлоке, а может быть таким же способом попробую. Это уже как будет получаться. Итак, платье у меня уже совсем все собрано. Я хочу вам показать, что вот еще шов рукава внизу обработан таким же способом. Головку рукава я собрала на сборочку, вот так. И теперь, прежде чем шить, потому что платье длинное неудобно, я низ обработала вот такой кулиской в цвет ткани. Я не захотела, чтобы как у оригинала было видно резинку. Бежевой резинки у меня не было, была только беленькая, но вот она как-то прикроет резиночку. Вот, как я это сделала. Берем рукав на изнаночную сторону, здесь надо выровнять немножко, прикладываем заготовочку, ширина ее 2 сантиметра и такая же, как сама ширина рукава, и укладываем лицом вниз. Шов совмещаем и втачиваем вокруг. Очень удобно втачивать на вот такой платформе. Я сняла одну часть, вот рукав и обтачку совмещаем, и вот так по кругу. Шириной шва 0,5 я делаю, не толстую. И обязательно подтягиваем обтачку. И возвращаемся вот в эту точку, с которой начинали. Здесь швы совмещаем. Все, обрезаем нитки. Теперь нужно вывернуть на лицо и подогнуть край, ну где-то 5 миллиметров, и настрочить наверх.
обязательно нужно оставить место для того, чтобы вдеть резиночку потом. У меня вот такая тонкая резинка. Я замерила обхват руки. Вот смотрите. И взяла немножко там сантиметрик для того, чтобы мне было комфортно. Все. Теперь вот так по кругу, аккуратно подгибая, пристрачивая кулиску. Вы можете наметать. И так по кругу. Возвращаемся в начальную точку, оставляя отверстие, вдеваем резиночку и все. Все, верхнее платье готово, так оно выглядит. Посмотрите, оверлок тоже очень хорошо смотрится. Если у вас возникли сложности с обработкой края вот таким способом, сейчас я его даже найти не могу, видите, тоненький, очень красивый способ. Вы всегда можете воспользоваться обычным оверлоком с полупрозрачными нитками, это тоже красиво. Так выглядит с изнанки. Вот, с лица увидите на манекене. Сейчас одену все платье уже на манекен и покажу. Значит, низ платья я попыталась обрезать ножницами, но все равно зазубринки существуют. Буду пробовать. Куплю дисковый нож и острым ножом пообрезаю вот эти вот зазубринки. Они немножко цепляются, поэтому возможность есть сделать красиво. Пользуйтесь этой возможностью. Вот, то есть низ не обрабатывается. Ну вот, так выглядит платье на манекене. На манекене мне очень нравится сочетание цветов. Хотелось бы быть такой же загорелой, как мой манекен. Вот, сейчас поднесу поближе и покажу. Посмотрите, вот эта сетка, она создает особый эффект какой-то. И по длине, если у вас есть возможность сделать сетку чуть длиннее, сделайте длиннее. Вот, мне кажется, не хватает длины сантиметра 3-4 именно у сетки. Для стройных девушек кроите именно так, как я показывала, до 52 размера. А если вы обладательница более пышных форм, то расклешение можно сделать поменьше. Подношу. Вот такое платье. Так оно смотрится со стороны, сбоку. Еще чуть-чуть ближе поднесу. Да. Вот так со стороны спинки. Здесь я сделала просто петельку. Мне нравится. Конечно, я планирую еще, скорее всего, опустить вот здесь мысом. Мне кажется, это будет более интересно. Но на данный момент показываю на манекене именно так. На манекене мне нравится больше, сразу говорю, когда я его одеваю. Но пока я себе в нем не так нравлюсь, но, может быть, бижутерия спасет мое настроение. Если вам понравилась такая модель платья, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Всем творческих успехов!